Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами простым рецептом приготовления вот такой вот натуральной, очень вкусной и недорогой домашней колбасы из куриных окорочков. Смотрите видео до конца, и я вам все подробно покажу и расскажу. Для начала беру окорочка и отделяю мясо от костей. Нарезаю мясо и кожу полосками и складываю в миску. На 1 килограмм мяса добавляю 10 грамм крупной поваренной соли и 10 грамм нитритной соли. Все тщательно вымешиваю 10 минут. Накрываю пакетом или пищевой пленкой и убираю в холодильник на засолку на 12 часов. Оставшиеся кости заливаю холодной водой и варю на слабом огне 2 часа. Далее сливаю бульон и убираю в холодильник. Затем добавляю 1 чайную ложку сушеного чеснока, половину чайной ложки молотого перца, половину чайной ложки молотого мускатного ореха. Наливаю 100 мл ледяного куриного бульона и тщательно вымешиваю до тех пор, пока весь бульон не впитается в мясо. Беру предварительно замоченную в теплой воде коллагеновую оболочку диаметром 45 мм. С помощью обрезанной бутылки наполняю оболочку мясом, периодически уплотняя его деревянной лопаткой. Завязываю батон и делаю петельку. Из 1 килограмма мяса у меня получились 3 вот таких вот батона колбасы. Далее подвешиваю колбасу на 3 часа при комнатной температуре на отепление. Теперь этап ароматизации колбасы натуральным дымом с помощью вот такой вот домашней коптильни. Я не буду коптить колбасу несколько часов, а всего лишь придам ей приятный аромат копчения. Если вы не хотите коптить, то этот этап можно пропустить. Насыпаю на дно коптильни 3 столовые ложки щепы. Устанавливаю поддон для сбора жира и подвес. Закрепляю колбасу на подвесе. Закрываю коптильню, ставлю на плиту и включаю максимальный огонь на 10 минут. Далее снимаю коптильню с огня и оставляю в закрытом состоянии еще на 50 минут. Затем достаю колбасу и подвешиваю ее на проветривание на 1 час. Следующий этап – это термообработка. В батон колбасы вставляю термощуп и устанавливаю температуру внутри 40 градусов. При 60 градусах в духовке довожу температуру внутри батона до 40 градусов. Далее в противень наливаю крутой кипяток и при 80 градусах в духовке довожу температуру внутри до 70 градусов. Затем отправляю колбасу в ледяную воду на 20 минут и убираю в холодильник на 8 часов. Запечатываю батоны в вакуум и отправляю в холодильник на хранение. В результате получается вот такая вот аппетитная, очень вкусная и недорогая, а главное натуральная домашняя колбаса из обычных куриных окорочков.